Опа. Всем здорово. Ну что, продолжаем к осмотрощу. В принципе, там еще осталось сколько там? DLC. Еще одну пройти. Плюс еще закончить нынешнее. Во, как-то так. Здорово, Здари. Здорово. Че, как дела? Че там? Еще не закончил, Джек, свой ассасин? Че никак-то? Ничего не подарили 23-е? Побочки добивает. Ну вот, а я... Блять, у них хуёво. А я вот DLC добиваю. Так. Так, поговорить с Эдриком. Это чё? Голова слиз. Имеет отношение к гибели. Это потом... Это понятно. От семинарах каких-то. Следы яда. Если выяснить, кто и почему ее отравил, можно выйти на настоящего убийцу. Гоу. Вы одеты как черт, но это скорее подойдет к теме этого Fallout, не Vegas. Так, куда мне нужно пердолить? Нет. Наверх. Блять, как мне тут добраться? Не сюда. Не сюда. 26 числа, кстати, я буду чекать Elden Ring. Не 25-го, когда уже все выходит, а именно 26-го. Chances of an explosive combustion upon next use currently at 92.9%. Очень важно, вылишь ли защиту и хороший баф давал. Ну, не всегда. А в Нью-Вегасе еще было важно, как ты одет. Если ты фулл броню надевал черта, то, в принципе, можно было возле чертей ходить. Как я помню сам. То же самое с другими фракциями работало. Поэтому говорилось, что вы одеты как черт. Все. Почему есть, например, квесты с чертами, которые можно, типа, войти, там, обговорить все дела. Просто нужно одежду специальную под эту тему. Кстати, в этой игре тоже такая же тема есть. Можно, типа, одеть эту вот броню мародера полностью. Зайти в поселение, и на тебя начнут, типа, коситься глазами, типа, мол, ты что, не мародер или кто там? Такая есть тема. Взрывного горения последующее использование составляет 92,9%. Привет. Включись плиту, чтобы взорвалось все нахрен. Это может угрожать жизни рабочим. Почему ты об этом не знает? Slug has likely not fixed this issue due to a lack of responsibility on the part of their employees. Давай. Captain, no. Performing scan. Gaslight appears to have gone out some time ago. Chance of explosive combustion without gaslight 0.01%. Это нормально? Most corporations have regular cleaning procedures to prevent damage to company property. Slug, already unlike most corporations in a variety of ways, does not. That or the employees tasked with inspecting are shirking their duties. For shame. Ну ясно, ты, наверное, спишь, что там говорят, потому что они особо не утруждаются в поиске убийцы. Я думаю, это корпоративная херня какая-то. Типа, мол, делиться тайнами корпорации никто не хочет, плюс они воруют друг у друга. А тут есть тема того, что тут же в тайных лабораториях для того, чтобы
коричневая водка продавалась заебись, и добавляет специальный реагент, который усиляет вкус или что-то такое. И вызывает привыкание. Easy. What the? I was going to wash my hands, I swear. Сорян. Вот, поэтому они типа похитили чертежи по этой теме. Так, ну окей, труп. А чё не голый? Возмутительно. Inspector, not a moment too soon. I've just finished my autopsy report. Мойте руки. Почему глаза открыты? Не знаю. Наверное, лампа понравилась. Ну, слушай. Ruth Bellamy was killed by plasma damage to the upper vertebrae, the occipital bone, and the cerebellum. If it's any consolation, her death was instantaneous and painless. I've also discovered a poisonous compound in Miss Bellamy's stomach lining ingested during her last meal. Toxic, but not enough to kill her. Spencer Woolrich complained of a stomach ailment around the same time period. I assumed he was being, you know, Spencer. But now I'm not so sure. Ну, если хотели отравить, то отравили бы полностью. Но получается, тут уже плазменная херня какая-то, которая позвоночником мужичок и повредила. Интересно. Ну, отравить точно и тоже пытались. Almost certainly. Well, possibly they were trying to make her extremely uncomfortable, but I suppose killing her would also satisfy that criterion. Я поговорю со Спенсером. Conversations with Mr. Woolrich tend to spontaneously transform into monologues. You'll find him on the VIP guest floor. I'd best return to work, Inspector. Autopsies always whet my appetite, and all this talk of food is distracting me. Окей, так. Ну, что мне качать? Не ложь же. У них качаются атрибуты вместе со мной с уровнем. Прикольно. Так, тогда взлом. Так, окей. Тогда, значит, нужно с Вулчем побеседовать. Не исключено, что отравитель Лен отравил и Спенсера по подозрительном номере. Окей. Поговорим. Да не кряхти. Нормально все. Вип. Так, и где он? А, это тут дедок местного разлива. Здорово. Please, can't you see my heart is bursting at the seams? I absolutely must go out. A quote from the Sisty Cutlet. I voiced a Sisty pig aware that it was going to be slaughtered. Ask me anything at all. I might even give you a straight answer. Мне удалось узнать кое-что о том, чем вы занимаетесь в отеле. Oh, have you now? Please do go on. Don't leave me in suspense. Я поговорил с Бербеджем, он сказал, что вы улучшили его. I did indeed. With Halsey and Helen parading her fame about, I was left without an acting partner. Burbage is no exception. His acting protocols were nothing short of a joke. So I decided to make some modifications, installing him with some of my old serial quotes as, I think, improved his range. The way he bungled about with that weapon of his hardly befitted a dissident, so I modified it as well. He's much quicker on the draw now, though he's still a machine. Ну окей, я за вами слежу. I'm quite used to being breathlessly watched.
Да, говорят, вас отравили. Indeed. The agonizing bowel pain was most undignifying. While I've certainly had no shortage of inadequate hotel meals, this was most explicitly pronounced. I suspect poison. And who would be most likely to poison me but Chef Anwar? Oh, we've clashed almost non-stop about his slop preparation. He must have tainted my meal in retaliation. Хм. Ну, судмедэксперт считает, что Лена тоже была отравлена. How alarming! Whoever targeted her was certainly targeting me. I can only thank my ironclad constitution that I'm standing here before you. Угу. Ну, так Ирину убил не яд. Oh, that's very good to know. Perhaps the poisoner simply meant to incapacitate us both, disrupt the product launch. I couldn't say, Inspector. I'm merely an actor. А чё не обратились к врачу? Is that a jibe? Could you imagine the tabloid headlines? Spencer Woolrich, Aetherwave star, spotted in gastronomic distress. Oh, unseemly hardly describes the half of it. Как вы думаете, кто кроме шеф-повара мог желать вам зла? None that I can think of. I treat all hotel staff equally, and with the С минимальным уровнем уважения. that they deserve. Блять. Ясно. Very well then. Ну все, да. Ну, с шеф-поваром поговорить надо, да? Да. Фойе. Ого, поговорим. Я как раз был там. Ну, что было с комфоркой. Yes? Are you here for the double rack of smoked sprat? Well, I'm sorry to disappoint you, but you'll have to wait. Oh, don't give me that look. Let me see if I can pencil you in for later. Actually, what am I saying? I can't do that. I'm booked for the next month. You'll have to make a reservation. Я расследую убийство Елены Алкионской. У меня есть к вам пару вопросов. You're the inspector? Here? Why? I mean, you may ask me whatever you want. I have nothing to hide. Похоже, вы преданы своему делу. Вы были на кухне, когда произошло убийство? No. As it so happens, I was down in the employee break room. I wasn't taking an unsanctioned break, of course. I was merely fetching ingredients. Это вы готовили всю еду для Елены? Of course I did. I would never allow anyone else to touch the meals of so important a guest. Вы точно уверены, что делали это один? Well, yes, I'm positive. Why? Если Елена была отравлена, никто не прикасался к ее идее, значит, это подожгли вы, так ведь? Да. Oh my law, this is the end, isn't it? My mother always warned me that the culinary world was too dangerous, but I didn't heed her warnings. Spencer Woolrich and Bellhop Owens were underfoot in the kitchen as I was preparing Helen's meal. Either one of them could have tampered with the food when I was fetching ingredients. Василий Оуэнс. Так, ну окей. Ну, скрывал, потому что не хотел особо палиться, это понятно. А есть идея, где я могу найти? Yes, but not specifically. Owens often procures exotic ingredients from the creatures at the Wilderness Exploitation Reserve.
our guests can be rather particular. Let's not talk about the incident with the Raptidon pheromone glands. It's always hard to say when Owens might be back. If I were you, I'd make a trek to the reserve myself. Otherwise, who knows how long you'll have to wait. Мгм. Так. Ну, а что Спенсер Вулрич делал на кухне? Mr. Woolrich often finds the hotel's meals wanting. He seems to enjoy complaining in person. While I could Ясно. appreciate someone with a discerning palate for once, I believe that Mr. Woolrich simply enjoys the attention he gets from us. Though don't tell him I said as much. If you wish to speak with him, Mr. Woolrich can most likely be found in his suite on the VIP guest floor. He's usually there if he's not poking around here. А почему скрывали, что оставили еду для Елены без присмотра? Well, it's a breach of professionalism, of Ну course. да, как Why и else думал. would I worry about it? Тянская еда превращается в кислоту, если за ней не приглядывать. Мне будет легче поверить во все остальное, что вы говорите. Well, I suppose that's as good a point as any I've heard. I may have taken some time to engage in a teensy bit of recreational drinking, and consequently, I may have been somewhat less than coherent after preparing Helen's meal. Ясно. Ну так себе алиби. Почему я должен вам верить? I understand your reluctance, but I just remembered. The kitchen security camera. It'll prove I'm telling the truth about everything. Constable Keene has access to the security Она footage of her умерла. office at the spaceport. Ее If убили. you visit her, you can figure out what truly happened with Helen's meal. Ну, ясно. Thank you for your understanding, Inspector. Ясно. Ну, ее все равно убили, значит, не докопаться. Так. Это же Леви Гаси занимался посыльным. О, возможно, он как-то бы замешан в отравлении. Постоянно видели его неподалеку от центра эксплуатации фауны. Окей. Но вот записи, я думаю, не будет. Я думаю, записи уже все упердолили давным-давно. Потому что было бы странно, что записи еще остались, потому что констебля-то этого убили, или как там ее звание. Так что с этим, наверное, будет промашка. Ну, я точно уверен, так и было бы. Угу. Ну да, тут не будет записей. Я думаю, что не будет. Угу. Отчеты, архивы. О, записи с кухни. Ну, давай посмотрим. Есть? Опа. Ладно. Окей. Welcome back. Please speak. Да, давай. Я хочу сообщить преступление. Activating report writing servos. Ага. Powering. Ладно, похуй. Ну, дополнительную миссию, наверное, потом возьмем. Окей, значит, оказывается, записи еще остались. Странно, странно. Я думаю, из-за этого ее и убили, типа из-за записи. Ну, го, с Эдриком поговорим. Раз это пошло. А сейчас будет назначено. Не волнуйтесь. Appointment.
Нет. Then get. Слушайте, я детектив, мне нужно поговорить с Седриком. No appointment? No talking to Mr. Kincannon. Я могу назначить встречу на прямо сейчас. Not entirely out of the question. Convince me. Инспектор пришел встретиться с Седриком. Так и будет. Inspector, you said? Well, maybe he'll appreciate your blunt charms. Maybe not. I'll see what he has to say. Mr. Kincannon, got an inspector here demanding to see you. Want me to call the guards? No, thank you, Eileen. I've been expecting him. Send him up, please. Чё, проблема чё или что? Блин, так сделать раньше. Неплохое вооружение прям. Timeline discrepancy detected nearby. A cursory fingerprint analysis shows this display case was recently opened or closed. Оружие снизу выглядит необычно. Его кто-то переделал. Confirmed. The grip has been modified for a specific wielder, most likely the rifle's owner. Additionally, the plasma rifle sights appear to have been realigned to better accommodate a shooter with slight myopia in one eye. Так, теперь вообще пальцы The подробнее. fingerprints belong to Cedric Kincannon. Окей. Ну, как я и думал, в принципе. Admiring my rifle. Had it custom fitted by a woman on Monarch. Ah, Inspector. Eileen is my right-hand woman and the finest assistant to ever grace this office. She is also tremendously skilled in causing physical harm. I recommend you do not insult her with any further Ой, attempts бля. at intimidation. Что она не сделает? Погладит, For что my ли? alibi, I assume. Не сейчас. Сначала я хочу узнать, что за беспорядок у вас тут творится. Another murder? Drunk Raptidons? Black Hole Birdie practicing his hacking in the middle of the street? Stop me if it's one of those, or I'll just keep guessing. Не, ну не с агентами слиз. Там эти были какие-то придурки, которым, типа, заплатили, чтобы я... Ну, им заплатили, чтобы мне так наговорили. У меня была стычка с ряжеными агентами слиз. Sounds as though you've already sorted it out yourself. Как обычно, главрец сумели достать снаряжение The слиз. slug uniforms do seem to go missing from the hotel laundry with impressive regularity. Easy enough for someone to nick a few. Now ask yourself this. Why would anyone give thugs slug gear and send them after you? Ну, наверное, чтобы подставить. Вполне очевидно, что виновник хотел настроить меня против слиз. Right again, Inspector. But I can't fathom who would benefit from tarnishing my reputation like that. Can you? Хм. Если учесть ваши отношения, Людовика выиграет от этого больше всего. You said it, not me. So, as you've deduced, I did not send anyone from Slug after you, nor is it likely they assigned themselves that task. Still, I am sorry for the trouble, Inspector. With that settled, I assume you'll want to know where I was the night of Helen's murder. Ну, я вас слушаю. Let's see. That night, I was... torturing Elliot Nasser for information on missing cargo. That was a messy one. Didn't break until nearly noon the next day. Can you imagine? Держу Эллиота Нестера, чтобы подтвердить ваши слова. An excellent question. I had his body dropped off the edge of the land complex. I'm not sure what happened to it from there, scientifically speaking. Maybe it dissolved? Ultimately, though, it doesn't matter. You'd be a fool to believe me, regardless of what I told you. People lie, and I am, incriminatingly, people.
Итак, вы убивали другого человека. Это ваше алиби? Which, as I said, you should not trust. If it helps, however, you might consider pursuing not my means, but my motive. Why in the name of the architect would I kill Halcyon Helen? She was making me a fortune. Значит, смерть Елены принесла Слиз одни убытки. I'm considering a line of commemorative merchandise. Still, that's nothing compared to what Helen would have made us in the long run. I'd offer to assist you in your work, but I've a mystery of my own to solve, I'm afraid. Не помню, с ними разобраться. You may very well want to. This particular trouble strikes me as not unrelated to your investigation. Items are disappearing from Slug's storage and processing warehouse. The thefts began a week before Helen's unfortunate death, and there have been more instances since. Before you ask, I know the difference between cargo going missing and cargo going missing. This is the latter. А что именно пропало? Nothing unsavory, and nothing Ludovico shouldn't know about, if that's your concern. I'm quite serious when I say Slug is a legitimate business. As to the specifics, I'm not sure. The warehouse foreman should be able to tell you. Before you ask, I know the difference between cargo going missing and cargo going missing. This is the latter. И как все это может быть связано с убийством Елены? That the theft began mere days before Helen's untimely demise is an extraordinary coincidence. I'm not a man who believes in happenstance, Inspector. I do not trust it. Мне тоже кажется, что это херня. Ну ладно, ну... Думаю, я не смогу потом ближайший раз связан с I certainly убийством. wouldn't take that bet. Regardless, this will be fun. You out in the field, chasing down leads. Me, scheming in my office, preparing to unspeakably mangle the perpetrator. Мне пришлось самостоятельно носить ужасные телесные повреждения. Oh, I never subcontract out that type of work, Inspector. You'll want to speak with Ella Tinsley, the warehouse foreman. I've cleared her as a suspect myself, but should she refuse to cooperate... Пристрелите ее. No, I'm joking. If she won't cooperate, tell me and I will shoot her. And do feel free to search my office for clues while you're here. Don't hold back on my account. Ну окей. Странно, конечно. Timeline discrepancy detected nearby. This copy of TK contains 142 fewer pages than a standard copy. The missing pages were likely removed to create sufficient space for the hidden listening device inside. Ну и куда она передает данные? Transmission receiver location unclear. Inspector, please consider speaking into the device in order to trace the transmission and reveal the receiver's location. Ты же тоже разговариваешь, усилитель, давай ты. You can talk, discrepancy amplifier. You do it. Transmission analysis complete. While the precise location of the receiver could not be pinpointed, it has been narrowed down to a smaller, approximate range. Когда оно установлено? Analysis inconclusive. However, there is a minor accumulation of dust particles present on the book's uppermost surface. Так, осмотрите пыль. 98.3% of the dust particles are less than 500 micrometers in diameter. Если большая часть пыли невидима для человеческого глаза, значит устройство установили недавно. That is highly likely, Inspector. What's that you found? No, wait, don't tell me. Let's save it for the big reveal once you've solved the case. Хм.
Так, ну давай найдем приемник. Мне даже интересно стало, кто передачи принимает. Timeline discrepancy detected nearby. Transmission endpoint discovered. The receiver in this book matches the transmitter to the listening device found in Cedric's office. It's somewhat grime-covered. Может предположить, кто его установил? Due to the high level of foot traffic in this area, this unit is unable to determine who placed the device. Сколько эта штука на полу провалялась? Based on the accumulated mix of sludge and detritus, the receiver has been present since approximately a week before Helen's death. Примерно то же время, которое и украли. Что-то. Интересно. Окей. Hi there. Sorry, this area is off limits to port vision. Oh, wait half a second. You're the inspector. Sorry about that. I'll buzz you right in. Спасибо. Feel free to have a look around, sir. Wonder how many of these boxes fell off the back of the loader. Кто его знает? Туда входить, кстати, нельзя. You're the inspector, aren't you? Boss Kincannon said you'd be by about the cargo that's been going missing. Gosh, this is so neat. A real-life inspector. What's that like? Have you solved any mysteries yet? Ever had to shoot a suspect? Типчиков. Сказать, что вы никогда ни в кого не стреляли? Well, yeah, but they weren't suspects. Right, so the missing cargo. How can I help your investigation? Так, а что именно крадет злоумышленник? That's the weird part. There's no pattern, far as I can tell. The thefts don't make sense. I ask you, who would steal a handful of Spacer's Choice Sabers, so dull they can barely cut mud, but leave the spectrum black? Ugh. Who'd be desperate enough to want to steal a Spacer's Choice Saber, full stop? Похоже, нашего типчика не интересует отмывание краденого. Yeah, probably not. No one's dumb enough to think Spacer's Choice Sabers are worth half a damn. Then there's the most recent theft. 5 boxes of pens and a couple of sodas. I can't decide which one's sadder. Закончились чернила? That's probably not their motive. No. У кого есть доступ к грузам?
everyone here at Freight Storage and Processing, for a start. Thing is, the cargo is going missing before the shipments even get to the warehouse. Best I can figure, it's probably getting lost in the shipping yard. As for who has access there, Benton Chan, he's the shipping yard manager, he told me it's mainly just the loading automechs that handle cargo. Может быть, что в этом замешан Бентон? Nah, Benton's too lazy for crime. The extra work would kill him. Last time I asked him to check the automechs, the whole head told me he couldn't help because he was dead. Серьезный аргумент. Yeah, especially when he kept shouting, "Dead people can't hear anything!" at me. On the bright side, I'm sure the dead won't mind if you decide to check those loading automechs out yourself. Hopefully, you're mechanically inclined. Офису Седрик. Подкладывается не офису Седрика. Maybe they're keen on cashing out and want to go as painfully as possible. I don't know. Boss Kincannon's office is where he holds most of his meetings with important folks like Miss Helen. Just about all negotiations happen in his office too. Vendor pricing, major purchase orders, rentals for construction projects, you name it. Ну, пока все. Oh, before I forget, I figured you might want to access my terminal, so I had a spare keycard made. It's all yours. Ты имеешь что-то, о чем мне следует знать? Oh no. I forgot to delete all of those incriminating messages I sent about which cargo to steal. Nah. I do have a list of cargo that's gone missing, though, if that helps any. Ну, интересно, что пропало. Сломать терминал. Так, сайт ключ карту кладовщица. Входящее сообщение. Не понимаю, откуда у тебя столько энергии, чтобы думать о такой ерунде, Кингсли. Даже не знаю, что тебе сказать. Я буду работать только автоматоны. Можешь, конечно, пойти на них поглядеть, но даже у меня есть дела поважнее, чем помогать тебе в правосудии над вором ручек. Серьезно, всякая мелочука. На раз потеряли 5 коробок синих ручек, пару ящиков клубного лимонада. Я не вижу систему. Недавно получили партию остроглазов второй модели, и хотя бы один пропал. Уходит вор, не гоняется за дорогими товарами. Как понимаю, кто-то вскрывает контейнер, прежде чем они отправляются на склад. Может, кто-то бывает в доках по ночам, как думаешь? Я передай тому, кто пробрался в доки и трогал погрузчик в том, чтобы ему казалось ясно, что ломается от одного тычка, и не собираюсь лично таскать грузы. Время посмотреть, что есть там есть, кроме тебя. Так, ну это я видел. Вот список пропавших товаров. Что я заметил, как я говорил, никаких систем. 8 ящиков пурпурных шипучки, 2 коробки ручек. 16 палет шокорового молока. 300 маленьких портретов из Вулрича. С инструкцией перевозки. Обращаться с осторожностью. Едва удержалась, чтобы не сложить каждый пополам. 3 чипных протектора МОД 7. 7 комплектов защитной одежды со страховкой Armid Plastics. 2 ящика лимонные хлопушки. 10 сабель просто космоса. 25 коробок взрывного материала. 3 коробки батончиков темной материи. 4 ящика бананового свистка. Кто мимо украсть банановый свисток, не говоря уже о портретах Спенсера Вулрича. Если бы он не воровал у Сэндрика Кинкеннона, я бы решил, что он делает исключительно смеха ради. А может, чтобы запутать следствие. Я, кстати, думаю, что есть такая тема. Что он может сам
на себя навлечь этих вот мародеров, типа сам заказать мародеров, дать свою броню, тем самым отвести от тебя подозрения. То есть он как бы это все провернул, и отвести свое подозрение, просто нанять бандитов и навести на себя. Интересная тема, кстати. Плюс 3000 опыт. Че это на халяву? Timeline discrepancy detected nearby. Inspector, this loading automechanical's programming does not match factory default settings. The standard defensive protocol has been modified to include an additional trigger. А что за стандартный защитный протокол? For Type K-19 cargo transport automechanicals, defensive protocol is triggered by attempted interference with cargo, or its transportation, or attempted destruction of the unit. Once triggered, defensive protocol targets the perpetrator and applies lethal force until the target has been deceased for a minimum of 3 minutes. Так, определить новые условия. There is a directive in place to initiate defensive protocol should an unsanctioned data log installed in this automechanical be removed. Что следы необычного поведения? Automechanical maintenance records indicate this particular unit is frequently reported as out of position or missing for periods of time. Загоним внутреннего автоматона. Loading automechanical unit K-14 is fully operational at 99% power. Please designate the cargo to be transported and its destination. How can this automechanical assist you? Привет, я хочу пройти твой журнал данных. Certainly. Access panel is now unlocked. Угу. Посмотри последний журнал данных. Ejecting data log 17C. Alert. Failsafe protocol triggered. Kill mode. У меня сейчас есть вопросы. Understood. This unit is programmed to facilitate user queries. Kill mode. Что за журнал данных ты только что извлек? The ejected data log contains instructions to move cargo shipment 6, 8, 7, 5 outside the boundaries of the shipping yard. It also contains instructions to move randomized cargo shipments outside the boundaries of the shipping yard at intervals of 1 to 4 days. Что было в Грузии 6875? Apologies. This unit does not have access to cargo inventory lists. Да, поколотили. Kill mode read. Take your best shot, asshole. О, я умер. Ну, тут нужно сотня взлома. А у меня только 90 на 90. А у меня ничего на взлом нету вообще. Только на проницательность шляпа. Местная. Ну, значит, нужно как-то их уничтожить. Inspector, once there is a slug. Load. How can... Cert. Ejected. Alert. Understood. The ejected data. It also... Apology. Kill mode. Here they come.
Тень, ничего страшного. If I were the killer, I'd hide the body in one of those crates. No one would find it for years. Ну, может быть и один день, смотря какой ящик еще. Inspector, to what do I owe the pleasure? Я решил вашу проблему с кражей груза. Ooh, I love this part. The big reveal. So tell me, what happened? Так, ну не спешите радоваться, я еще не нашел злоумышленника. Well, that is disappointing. Still, you said you've determined how the theft is occurring? Злоумышленник использует ваших автоматонов, чтобы воровать груз. Hacking the Automex. So that was our skimmer's game. But why? Everything that was stolen has seemed random. I certainly see no pattern. Злоумышленник хотел, чтобы вы увидели логику. Это был отвлекающий маневр. A cover-up. I see. The random theft was a smokescreen to hide what the culprit really wanted. I must say, Inspector, you've done excellent work on this case. Then that just leaves how the culprit knew where their true target would be, or indeed, that Slug would soon possess it. Проверить свои карманы. Okay, that's very impressive. Don't ever touch me again. Am I right to think what you found in my office earlier was the other half of this listening device? Верно, и владелец будет нашим виновником. Not quite, Inspector. That listening device belongs to me. I lent it to Halcyon Helen to assist her with role research. Понимаю, она умерла до того, как смогла отключить взломанную ею автоматон. That, or she never intended it to stop. Impossible to know now. Unbelievable. I helped her. Gave her whatever she needed. I thought we were doing each other a good turn. Сомневаюсь, что у нее был личный мотив. This is a betrayal, Inspector. I do not take betrayal lightly. Helen should consider herself very lucky indeed that she is already among the dead, and that some other bastard beat me to putting her in the ground. Вы видите опасные вещи для человека, находящегося под подозрением в убийстве Елены. Halcyon Helen is already dead. If I'd known Helen was stealing from me, I may very well have killed her, or had her killed. Alas, I did not. Точно, может быть, вы все знали, сейчас разыгрывается для меня шоу. Oh, that is good, Inspector. Now you are thinking in the manner you must if you intend to get to the bottom of this mess. I wish you luck with your investigation, though I doubt you'll need it. You'll find Helen's murderer. I'm confident of that. Now, if you'll excuse me, I must find a way to excise my anger that minimally damages my business empire. I expect it will involve shooting quite a lot of guns. А может быть и не он. Окей, с этим разобрались. Ну, с посыльным поговорим. Го поговорим с посыльным. Получается, это же Елена обворовывала? Странная херня какая-то. Зачем ей обворовывать? Получается, это мужика.
Блядь, где тут выход нахуй? Спасибо, блядь. Hope you've been enjoying your stay. Очень нравится. Балдеж просто. Sorry, I can't. Сори, Акент. Making it look easy. How exciting. Thank the law that's over. This place is more exciting than I thought. О, прикол, если и посыль не помер, это уже вообще будет финиш. О, какой-то лес вообще. Газовый птероскаут. Да. Отчет посыльного Оуэнса. Блять, где его почитать? О, вот. Так, посыльной просьбы гостей. Перечисли сколько-то напитков и блюд, а также недавно был заказ на доставку свежей желченой железы птероската, выступившего от некого Спенсера Вулрича. В смысле от некоторого? Бля, неужто он убил? Но я вообще охерею тут. Тут что, ничего? Ладно. Десят. 6. 100. Окей. Окей. Так, ну давай, наверное, про часы прибыли поговорим. Раз пришли сюда.
Интересно, можно выпрыгнуть? Не, наверное, нельзя. Чего? Да нормально все. Минус локоть, мне твердость духа. Отказаться. Не вижу в этом ничего. Лучше его взять, короче. И закурить. Забыться, так сказать. Оп. Найс. Византийский турист. Интересно. I can't believe. Oh, hell yes. Show me the biggest, baddest wildlife you've got, Eridanos. I'll bring it home on a plaque. Excuse me, Gunther. I need to ask you something. Who in the hell is Gunter? I told you to call me Hunter. Welcome to Hunter Legal's Legal Hunter Supplies. I am Hunter Legal. How might I help you today? Если убийство Лены Алкионской, может быть, вы видели и слышали что-нибудь необычное? Unusual. This whole land complex is a failed wildlife exhibition turned hunting reserve. You can't go 10 feet without stepping in unusual. But I reckon you're asking about people unusual. I'd go have a chat with the prophet of Нагадает. profitability. Maybe she can intuit you in the right direction or something. But she is mighty far in the depths of the reserve. Perhaps you should purchase one of my fine armaments for the journey. Ну да, посмотрим, что есть. Hunter supplies. Get your hunter supplies. Топор. Ну, ничего интересного, если честно. Ну и пойдем по дорожке. Наверное, вот в этом стероиде, наверное, только это пророчится и все. В основном туристы какие-то и прочее. Срань. The worst they can do. Don't mess with us. I don't get it. Why build a place to get dust up your nose and wrapped it on spit in your eyes when Monarch's free to visit? It ain't free. That's why. Need a ship and a smuggler. So, here we go.
На, блядь. Найс, 34 уровень. Ого. Ну, окей. Скрытый 71. Недурно. Так, что мне тут качать? Центр торговцев. А есть что-нибудь станок, интересно? Или только через науку все? Грузоподъемность, торговцы. Нет напарников. Навыки общинка, нет напарников. Закупочная цена торговца. Подсветки. Бонус максимальной грузоподъемности от напарников. Говно. Исход примерно говно. Скорость движения, время ТЗВ. Ну, такое. Ручное оружие. Напарник, напарник. Напарник. Меньше 25%. Ну, это хрень какая-то. 25% урона это вообще ничего. Если она заряжается, а если просто стрельность, то вообще 0. Грузоподъемность. Скорость движения такое. В ближнем бою. Радиус обнаружения врагов. Урон-то говна, ясно. Короче, ничего такого толкового вообще, блядь. И вообще хз, что качать в этом плане. Ну, давай вот это. А вот, шел. If this is a cult, who am I kidding? It's a cult. Hold your judgment until you meet them. Some of my best friends were from Graham's camp. About time somebody came the hell back. I notice you're not spattered in blood, which doesn't bode particularly well. For you. I hope you're not about to tell me you lost your nerve. Че, вас не тузили, вы просто сумасшедшие, вас впервые вижу. Oh? I thought for sure with your armaments that you'd be with the other hunters. Pardon my tomfoolery, stranger. I see I've mistaken you for someone else. Стрэнджер привык как солдат. Ясно. Rizzo's executive clerical actuator. Pleased to meet you. Might I ask what brings you to the reserve? Я расследовал убийство Елены Алкионской. След привел меня сюда. A professional, I see. I don't know anything about any murder, but you might be just who I'm looking for. There's a particular task that my hunters haven't yet been capable enough to complete. Ну, как я думал. Как и думал, прям. Давай, опыт не пригодится. As you may be aware, Slug currently owns the reserve, but it rightfully belongs to Rizzo's. There's an ex-Rizzo's employee currently in possession of the land grant for the entire complex. Insult to injury from Slug. And evidence that this complex is rightfully ours. This particular individual is up there in years. His mind is failing. Leaving the land grant to him is like leaving it in the trash. I would like you to retrieve it. Так, не совсем понимаю, зачем вам моя помощь. Ваши охотники не могут сладиться с одним единственным стариком? I would have thought so too, but I sent my scouts out ages ago and none have yet returned. The old man's certainly too senile to be a threat, but it's possible Slug put him under guard. You're not recognizably with Rizzo's. Thus, it shall be easier for you to get close.
Ну, окей, в деле. Solve the situation however you like, so long as you bring me the land grant. The target in question lives out in the woods, exactly where I'm not certain. Best of luck. Класс. Она тут обитает. Интересно. В моем семинарах, а именно их посещаю, слово примерно 30% полученных выручки за следующие 3 месяца. А моей незаинтересованности в твоих семинарах, я не понимаю, что это так сильно по тебе ударит. Думал, такая цена славы. Все здесь нечутко выслушиваются во время твоих слов. Слушаются во все твои слова. Надеюсь, что сегодня могу посидеть из твоих сеансов в качестве извинения, если ты найдешь для меня место. Понимаю, что жизнь весьма внезапно, но надеюсь, мое здесь участие не ставит тебе слишком больших неудобств. Хочу попросить, пригодилась ли та смесь трав, что я тебе отправил? Сначала я сомневалась, можно ли использовать их для медитации, но черт, я знаю, что продуктивности. Что я не говорил, режь травы на неравные части, портить эти структуры. Не оставляй их на солнце, и закон тебя сохрани, не перебарщивай с дымом. Прошу, будь, если ты случайно уведешь кого-нибудь в кому или еще хуже, кого-то убьешь. Не глупи. Снова у них опять. Очень херню какую-то вдыхает и все. Timeline discrepancy detected nearby. Ого. Analysis suggests this to be a variety of herbs. Herbs have been uniformly treated with a pungent chemical mix. Warning: ingesting, smoking, or inserting non-corporation sanctioned substances into your ears may be harmful to your health. При горении выделяет очень ядовитый дым. Side effects from extended exposure include dizziness, nausea, and unconsciousness. Additional likelihood of organ shutdown and or death. Так, усилители несоответственные, как обычно их используют. Prior analysis suggests these herbs reach peak effectiveness when users burn them and inhale the resulting smoke. Whether or not this increased effectiveness is good for an afflicted individual has yet to be determined. Ты можешь проанализировать химикат, которым обрабатывали травы? Analyzing complete. Substance appears to be a mix of industrial solvents and various essential oils. Substances include woolly cow dander remover, sprat oil, and starship surface wax. Корпусу звездолетов. Попробуй травы на вкус. Давай. Сухие травы сложно жевать, но на вкус они такие же горькие, как вы думали. У них древесный вкус, похожий на трипиколь и паленое послевкусие. На вкус даже лучше обычной банки писунца, хотя то же самое можно сказать и большинство ботинок. Hypothesizing potential side effects from herb consumption. Most likely outcome: decapitation. Slight possibility of calculation error. Ясно. Ясно, что херня. Fruitful and productive welcome, brother. I had a feeling you would visit me. I offer a wide variety of productivity seminars. I hope you'll consider taking one. But I should remember my manners. To what do I owe the pleasure of the Special Inspector's arrival? Я расследую убийство Елены Алкионской. У меня к вам пару вопросов. Certainly, certainly. But first, I'd love to interest you in one of my productivity seminars. We'll free you of those potential hampering humors in a heartbeat. Разве Елена Алкионская не называла вас шарлатанкой? Absolutely not. Any statements by Miss Helen about us were blown out of proportion and altered by the media. In fact, she quite recently...
Ah, excuse me. I seem to be remembering something that never happened. Whatever the case, I'm sure her speech about us was all a misunderstanding. With that said, I'd love to involve you in one of my productivity seminars. We should clear you of all those nasty, nasty humors hampering your potential. Вы знаете, кажется, в последнее время мой потенциал что сдерживает. Что вы можете предложить? We offer a wide variety of seminars for all your corporate needs. Employees not working hard enough? Employees dying too often? It's most likely your managerial humors. And of course, seminars for balancing the energies of your business offices. Улучшение баланса Interior энергии. decorating is Класс. much more important for success than many would believe. If any of this sounds at all interesting to you, might I interest you in the first 82 words of our most popular seminar's introduction? Free of charge. Не, как-то скучно, если честно. Не, спасибо. Boring? Well, yes, I imagine the entirety of someone else's livelihood may not be wholly... Так, ну давайте про Лукьонскую. We may have had some Ой, terse что interactions пропустил. before her death, which I most certainly regret. But beyond those... Ой, ладно. Well, never mind. What would you care to know? Я слышал, вы с Еленой не ладили. I wouldn't necessarily say that. The media tends to exaggerate. I will admit that her remarks about my seminars were rather unfortunate. However, I certainly wouldn't sharpen any sabers over it, if that's what you mean to imply. I only do that when my clients skimp on their bills. Вы выходили на связь с Еленой после того, как покинули Гранд Колониаль? I did not. She had no interest in my seminars, and I had no interest in attempting to convert a stubborn actress. Why would I have had any cause to engage with her further? Я прочитал записи на вашем терминале. На вашем месте бы дважды подумал, прежде чем лгать мне. Well, I suppose that does complicate things. Whatever the case, I didn't care to mention Helen's change in decision because she never showed up. I don't see how it matters. Вы сказали, что больше не встречаясь с Еленой до ее смерти, верно? Yes, that's correct. She made it clear that my seminars were of no interest to her. На вашем терминале есть сообщение о том, что Елена должна была посетить терминал. Well, I suppose that does complicate things. Whatever the case, I didn't care to mention Helen's change in decision because she never showed up. I don't see how it matters. Теперь какие интересные у вас травы. I'm pleased that you noticed. Excellent eye, brother. The compound they're treated with is my own invention, designed to unlock an individual's true productive potential when burned. I can't say any more. Trade secrets, you know. Они ядовиты настолько, что могут даже убить. None of my clients have ever complained, so I'm sure they're perfectly safe. Is there anything else? А где вы были в момент убийства Елены? Why, I've been at the Wilderness Exploitation Reserve for quite some time now, as my disciples can attest. In fact, I haven't visited the Colonials since I arrived several weeks ago. Bad energies, you understand. Окей. I hope you now realize that I had nothing to do with Helen's demise. Ну, пока это все. Hello, welcome to the Prophet of Profitability's Private Prosperity Retreat. Stay positive, and soon all your humors will be balanced. Least, that's what I keep telling myself. Anyway, I'm Aaliyah Mason. I work as the Prophet's right-hand woman. What can I do for you?
Меня наняли уже расследование убийства Елены Алкионской. Хочу задать вам пару вопросов. Oh my. Yes, this is important enough for me to delay my bi-hourly self-flagellation. Ask away. Короче, с каким-то образом поссорился с Еленой Алкионской, верно? Yes, the circumstances there are quite unfortunate. For a time, the prophet was completely despondent. Even the hot coal walks weren't buoying her spirits as they usually do. However, we recently had a high-profile visitor whose presence seemed to alleviate whatever the Очень prophet's интересно. fears were. Кто это был? I'm actually not entirely certain. It was a surreptitious visit that stood out because it was surreptitious. Whoever it was must have paid the prophet quite a lot to keep things quiet. At least that's the only reason I can think of for intentionally keeping things so hush-hush. В последнее время кто-нибудь в пристанище вел себя странно? Well, by and large, no. But something rather odd did happen regarding the prophet recently. A few hours after our high-profile visitor arrived a couple of days ago, the prophet asked me to take over sessions for the remainder of the day. At first, I was excited. Thought it was my chance to show her what I could do in charge. But then I saw that she was deeply worried about something. No one saw her until the next day. Где вы были в момент убийства? I was here, at the retreat in the company of the other disciples and clients. I rarely have more than a few minutes of alone time. Which is fine, of course. I do what I do in the service of the prophet. Who will, I'm sure, reward me for my sacrifice. Eventually. Ну, пока это все. Certainly. Так. Вы хорошо знакомы с пророчицей? Of course. I've been studying under her for years. I know each of her techniques more or less by heart, and even have some variations of my own, such as the quintuple daily stomach purges. She's Хера. promised me that I'd be allowed to open my own branch of the retreat someday soon. Of course, I've been waiting on someday soon for coming up on 4 years now. I'm sure it's gonna happen anytime now. Да, для последовательницы позитивности в вашем голосе слишком мало энтузиазма. Oh, terribly sorry if I gave you that impression. I had a cramp. It's better now. I mean, it might be nice if I had a little inclination of whether the prophet appreciated all the cooking and cleaning and hours of meditation I do on a daily basis. But whatever she thinks isn't for me to question. I'll do my best to be more chipper. Вы можете рассказать о пристанище. If you felt imbalanced and unproductive, linger in your malaise no longer. We have all the amenities and practices for calming the ill humors strangling your potential. Sit for hours in our sweat house and sweat them out, or stand amidst burning coals and feel your productive inhibitions burn away. And remember, think positive. Positivity equals productivity equals profitability. Actually, before you go, I want to report something suspicious. I noticed the prophet's dragging something, a bundle, away from the retreat after that high-profile guest arrived. Normally, I'm the one who does her laundry, so it was strange. Especially because whatever she was dragging seemed oddly human-shaped. Вы уверены, что это было чье-то тело? I think so. Had the right size and shape. А вы не могли рассказать мне об этом раньше? I could have, but I generally don't have the time or energy to leave the reserve to contact anyone. Plus, there's always the possibility that I'm mistaken. The prophet hasn't been herself lately, but if I misinterpreted the situation and reported her improperly, I'd ruin my chances for opening my own wing of the retreat. Ну, окей, займусь. Интересно.
Ну-ка, посмотрим вообще всю эту территорию. Подъем в 5 утра, а ложаться в 2. Самоистязание или медитация с воздержанием от еды на следующий день, уход ко сну. Вознесение хвалы пророчицы. Класс. Избиение пророчицы. Личное время с 12 до... Сколько? 1 минута? Уверен. Маг 2 мощь. Чашка ЛТЗВ, когда вы наносите критический урон, то есть зарядка. Нормально. Вот кто еще? What do you think you're doing? Тут заколебали. Nice and easy. Корзина урон, кстати. Но не интересно. Она тут была? By concentrating on profit, I can invite wealth into my life. Нихера тут место. Ну, это место, конечно, интересное. Что за маг снаряда? Я понять не могу. А, размер магазина. Ясно.
Нуклеотиды шприц обладают значительной адаптивностью. Обладают определенным разборчивым предпочтением и, соответственно, считают шприц противниками. Ясно, это еще на лаборатории местная. Делить пароль. Угу. Херня какая-то. Окей. Какой-то пароль скопировал. Что там еще? Лифт. Ясно. Изи. А куда лифт, кстати, ведет? Какую-то, блядь, пещеру. Ну, давай, поехали. А, не пещеру, это какой-то участок сверху. Блять, а выглядел как пещера. Ну ладно. Нет, это пещера. Блять, это если это личинка паразита, а как вот это. Блять, что происходит? Нихуя не понимаю. Оп. И пуляет нахуй, заебали. Все, тихо. Окей, я. Если это была личинка, какая большая особь тогда? Ну да, мне больно. Да, выкинь незаметности 10. Найс. Очень надо. Че еще расскажешь? Может, это яйца этих жуков, что ли? Избавление от радости. Ебать. А что так серьезно все? Блять, не убил. Да что ты серьезно, что ли? Я хотя бы сохранился. Или додумался до этого, но наверное, нет. Ну, такое. Ну да. Блять, и прыгать не могу.
Найс. Блядь, зажигалку нахуй я взял. Блядь, эту хуйню нахуй я брал. Ладно. Это нормально? А чё на меня-то все? Блять, а чё на меня-то все? Ёбаный в рот. Чё за хуйня? Лезись давайте, заебали. Блять, ну конечно. Иди нахуй. Да хватит кряхтеть уже. Пец. Насколько они заебут просто. Как получается, нахуй сюда пришел? Гранатомет, что? Он был? О. Сколько у него урона? 533? Ну, если его улучшить, то еще может быть. Так, хз. Ну, тема интересная, я пока его хочу протестить. Единственное, что я нашел. Потому что никаких гранат тут нету, тут гранатомет, как я понял. Так, есть еще какой-то проход, хуй знает куда. Пойду там еще гляну, что еще есть там. Ну да, естественно. Естественно. Заебал, блядь. Ну или говно.
Ствол или магазин, ясно. Что-то вообще 0 урона просто. Просто 0. Надо, наверное, короче, все оружие, которое в хлам лежит, просто просто разобрать. Какой чинить? Короче, так, тысерка-то, ну, Place looks like it's seen better days. какими-то делами занималась странными. Да, естественно. Блять, как я умер, нахуй? Я даже со стазиса вышел, сразу сдох. Блять, заебись. Автосейв. Автосейв перед загрузкой. Класс. Place looks like it's seen better. Пиздец. Пару раз плюснул, я сдох. Блять, как эта игра вообще долбоебская действует в этом плане. Place looks like it's seen better. Естественно. Стреляйте. Блин, заряжай ты, ёбаный в рот. Пиздец. Еще один жив. Пизда просто. Нахуй это нажал? Блять, а почему не 100 нахуй этих долбоебников тут? Ну го поищу. Туда-ственную, блять. What is this? Another soul willing to brave the dangers of the wilderness? How thrilling to find my paramour out here in the wilds. А тебе жуки не ели? Colonel Henderson at your service. Board surprise auditor and fifth finest shot this side of Halcyon. Delighted to meet you. Но ведь тут ничего нет, если только вы не планируете проверять финансы местных псит. Of course I'm not. The Bureau of Creatures and Land Auditor was by last month. I certainly won't be encroaching upon her territory. She bites.
I'm here to conduct a surprise audit of the local holy caves, Rizzo's lone leased property in the reserve. It is rather notedly empty. Worse, it seems the evacuation occurred without anyone filing the proper emergency paperwork. Tut tut. Бункер укрыли, да-да-да, его подали несколько лет. That's why it's a surprise. With all this in mind, there is a small issue. I actually conducted an investigation of this facility several years ago. Since my biometric data might still be registered, it's possible that my entering the facility would not be legally classified a surprise. It's a puzzle, to be sure. Какая разница, считается ли оно тайным, если в бункере все равно никого нет? I may be a dashing, gunslinging space auditor, but even I know better than to question protocol. The more order there is, the less suffering. It's basic science. Suffice it to say, it doesn't behoove one of Halcyon's most prolific auditors to try to bend the rules when he thinks no one's looking. Because, my friend, someone's always looking. Ну окей, могу, но не бесплатно. An uncertain suggestion. There are no shortage of legal loopholes for freelance work, but I fear setting my work on the shoulders of someone I've never met before. I may be able to hire you, but let me ask you a question to see if you're fit to represent me first. How much do you know about free market economics? Вскрытие замков. 5 единичек не хватает, все, провал. Ясно. Я знаю, например, что нанять меня гораздо выгоднее, чем умереть. That's a sufficient amount of market knowledge indeed. I knew you were the right person for the job. Head into the holy caves and see what you can find. Keep your eyes open for journals, terminals, data pads, anything that might contain info about the operation. I'm counting on you. Да. И где, в этих пещерах, которые я только что вылез, что ли, что? Заебись. Я оттуда вылез, чтобы опять залезть. Ну, го, посмотрим. Потом вылезем и дадим, пойдем потом к квесту. Класс. Блять, еще оружие как-то надо починить, хуй поймешь как. Может, конечно, так починить, но оно все равно сломается через какое-то время. Ладно. 16. Кайф. Так, ну я тут всех перебил, да? Ну да. Опять залез, чтобы... Вылез, чтобы залезть обратно. Кайф. Так, компания думала обнаружение вида названия. Да-да. Как только был определен, будет ли новый вид использовать в качестве ароматизатора ингредиента на кондитерском производстве и для приготовления напитка после ферментации, отдел брендирования рица представляет более близкое по потребителю название. Новый вид ведет поразительный образ жизни. Анатомическое исследование выявляет недоразвитая система внутренних органов. То ли животное, то ли неудачная шутка ортогенеза. Но как это возможно? На Эридане гибнет все живое. Паразитический образ жизни ведь невозможен для биологического разнообразия. Предполагается, что Эридинум гигасиус не является эндемиком самого Иридиана и развивался в органических отходах системы терраформирования, которая обслуживает атмосферный комплекс. Продолжаем работу. Ожидаем дальнейшего отчета. Скринигражу своей принадлежности мириться. Класс, молодец. Так, и осталось последнее, да? Блять, туда бегу. Ух ты ногу не сломал. Вот это да. Охуеть. Ёба. Во-первых, по внутреннему устройству паразит
напоминает, как бы странно не звучало встраиваемый модуль. В ему присутствует сложная система органов, нервных окончаний, кровяных сосудов и гормональных рецепторов, прикрепившись к подходящему хозяину, паразит функционирует как его живое продолжение. Пришло в голову такое сравнение. Представьте, что устанавливаете терминал с обходной шунт. Шунт — это паразит, терминал — это его хозяин. Во-вторых, в нервной системе паразиты наблюдают сеть зерновидных клеток, которые могут принимать и передавать нейроны. На что это указывает? Манипуляция сознанием, управление мыслями. В-третьих, в период высокой электромагнитной активности атмосферы иридана в нервной системе паразитов фиксировано разлитое возбуждение. Крупные экземпляры демонстрируют повышенную чувствительность. Такие наблюдается прямая зависимость сложной нервной системы паразита от его общего размера. В-четвертых, судя по всему, максимальный размер паразита ничем не ограничен. У меня даже есть предположение, что в пещерах могла жить особо крупная особь. В соответствии с политикой компании начинаю органолептические пробы на защиту закона моих атомов. Ну, как я и говорил, в принципе, что к этим паразитам есть какая-то огромная особь. Потому что даже огромные личинки — это типа просто личинки, которые еще не породились. То есть это какая-то личинка будущей особи. Или это последняя типа стадия. Хотя личинкой бы и не называли. Просто червяком вонючим. Ну ладно, это задание я завершил. Походу сегодня будет тупо закрытие DLC этого, я так думаю. Потому что почему-то она очень долгая. Хотя, в принципе, и хорошо, долгая DLC. Не, блядь, на 2 часа. Excellent to see you again, my friend. Hope you've been keeping your head high. Ага. Ну, я все нашел. What are these? Research data pads? Not quite what I expected. Let's see what they say. Parasites, caves, thought control. He did what now? Well, it doesn't look like any of this is in violation, but it is disturbing. Да ладно. And disturbing a surprised auditor is as foul as failing to file proper paperwork. Rizzos shall pay dividends for my psychological damage. Here's your reward, my friend. Your contributions to the field of surprise auditing shall not go forgotten. Спасибо вам. 750? Класс. Ого, государственный тогда. 750. Кайф. А чё не 0? Сколько у меня сейчас? 53 тысячи. Прикол в том, что 53 тысячи, а стоит прокачка где-то 43 тысячи, потому что я перекачался не через науку. Просто пиздос. Ой, блядь, опять тварюги. У них нахуй просто. Я просто заебусь опять их бить. Блять, и конечно у вас, блять, тут, я не знаю. Да ладно. Конечно, блядь. Конечно, блядь. Да ты, блядь, шутишь? Ты в коготь попал. Бля. Пиздец, как мало наносит дэмэджа.
Найс. Пошел вон. Нахуй забрал. Ой, блядь. Заебали мне эти жуки. А это прикол в том, что это еще, блядь, не матка какая-нибудь вонючая, которая, блядь, заебала бы меня точно. Это еще обычная. Фридрих Блоссом. Блядь, это я слышал, кстати, это. Блять, опять они. Блять, вы съебете. Пошел отсюда. Пугался. Уебище. Ну, будем, наверное, мансить от принципа. Типа он расправляется, бьем по голове, он прячется. Бьем, настакиваем минус бронику. Потом, или, например, когда он просто превращается, начнем лечиться или перезаряжаться. Просто я еще не знаю, какой еще способ есть от таких огромных квакозябр. Уходить в этом плане. Только если так. И то это работает, если максимум одна. Может быть, две, и то навряд ли. I don't know what it is you're looking for, stranger, but I reckon you better get. I've had about enough of you and your ilk coming by with your searching questions and expectant looks. I know you with those void-damned hunters, and I know what you want. Well, you ain't getting it. Что еще за побраны бездной охотники? Like you don't know. That damn group of hunters that keeps coming by and hassling me. Nobody ever visits just because they want to gab with old Cyrus. No, they either want to poach me out of my land or poach me out of my best friend. Отобрать лучшую подругу кого? Надо что-то с баллисткой. No, Kelly ain't no toss bowler, though. I reckon she could put the toughest players to shame. It's good having someone like that around. Так. She ain't the brightest bulb, but can't say I'd have much reason sticking it out in this wilderness without her. Так охотники тебе докучают? Damn straight there are. Wish I could go show 'em what for, but I'm old. Блять, как он тут живет, вообще не понимаю. Two of us have lived on the reserve for years. Every so often, someone comes by trying to steal our land grant and evict us. We hold our own, but it's mighty agitating. Ну, а вообще ты просто не уйдешь. And do what? Go back to Rizzo's? I defected years ago. Only thing to look forward to would be a summary execution. And I don't reckon Callie'd have much interest either. Nope. Out here is where we're meant to be. Калли. Вот это Калли, что ли? Хуя Калли.
Макакичи держит. На заднем дворе. Так это, мне нужна какая-то хуйня у тебя. Я, короче, возьму, наверное, да. О, нормально. Ща, подожди. Опа. Блять, не то. Бля, придется проводить, наверное, взлом жопы у него. Birdie doesn't seem like he has the, how do I put this, intelligence to hide a bottle of zero. Извини, я не хотел с тобой разговаривать. По крайней мере, сейчас. Так, ну окей. Туда взлом жопы. Блять, не работает? А чё ж так? Чё с броней? А. Короче, дед, мне похуй. Да. Ну, не отдать, пожалуй, тебе землю. Короче, я попрошу один раз. Давай документы. I take back everything I said about teacup canids being the worst pets. Now, what is it you were saying? Мне уже доводилось убивать первобытных. А давай документы, или я пущу твою подругу на плащ. No, don't hurt Kelly. Sakes alive. You're not anything like those other hunters. I guess the grant to the land complex is yours, stranger. And I guess our business is complete. Вот и все, нихуй мне тут, блять, зубы заговаривать. Так, что это? А чё на тут, а не тут? Блять, меняйте это, локацию, блять, как спасибо за фолл. Охуеть просто. Ну тут, блять, свои первобытным нахуй мне что-то хочет от меня. Подожди. Блять, опять их вас дохуища. Пошел к ним. Опа. Здорово, Мифилкин. Здорово. Чё, как твои дела? Чё, как твои там делишки? Я уже вас, Андрей, уже другой остров прочищаю. Все, кстати, это исследование, короче, кто убил ее, приходит вообще в полный тупик. Я вообще не понимаю, что происходит. Она, короче, себя актрисой какой-то там, ну, манила, что она типа крутая актриса, ей там помогали. Потом только помогал, настроила на воровство роботов, чтобы типа воровать. Такое чувство, что тут все происходит вообще по какому-то непонятному плану. Не спойлери. Заходит ко мне. Ну давай, посижу на стриме, послушаю. Но ты это не спойлери, главное, да? А еще лучше не разговариваем. Ну, на всякий случай, так, чтобы так, ну, невнятно. Короче, какое-то странное расследование. Но интересно, интересно. Блять, ты ёбаная. Пиздец, я думал, он до конца будет на меня идти. У меня опять оружие сломалось. Я просто херею от этого момента. Мне оружие ломается, ПГД просто.
Как такое вообще возможно? Что это за место? Заброшенный ресторан. Кайф, а мне оружие починить. И тут ни черта нету. Ну, круто. Понял, принял, в принципе. Короче, какое-то вялое расследование вообще. Тут что-то не все слишком гладко, как кажется. Вот эти вот охотники, короче, должны были забрать купчу на землю у того чувака, у которого было это огромное говно, это макака огромная. Они не пошли. Единственная проблема — это не макака огромная, это, блядь, вот жуки, которые вот рядом тут охотились. Это вообще пиздос какой-то. You return. I hope you bring news. Мне вот интересно, как ты прошла всю эту локацию и тебе не раздербанил никакой жук. Это, блядь, для меня это самая высокая загадка. Точнее, даже большая. А чё он сделал стрикто тебе это? You mean you don't know the story? This atmospheric complex was first annexed by Rizzo's. We'd planned a lovely wildlife-themed attraction to be built. Охуенный парк. Alas, due to some backhanded Пиздатый. and admittedly shrewd legal footwork on Slug's part, Rizzo's ownership of the complex was lost. Now we rent it from Slug. Ёбана отхлёбана, блядь, своими парками и жуками ебаными. На и ебень отсюда. Oh, thank the law. And you've brought the land deed. To say you were more capable than the hunters I hired would be a vast understatement. I hope there were no complications. Охуенно прошло. Старика охранял огромный первобытный. Забанувшего забыли об этом упомянуть. A giant primal as a guard? Please don't make me laugh. No one tames primals, let alone senile old men. Блять, что-то рожу такую скривила. Сразу на, блять, с правой нахуй. Корону мне. Корявится, ёбаный в рот. Блять. Всрать на твоих первобытного хотел, я жуков тут пиздос какой-то. Ну и пожалуйста, я-то знаю, что я видел. The particularities don't interest me anyhow. Just the land deed. Rizzo's thanks you for your efforts to allow us to regain what is right. Ну давай, минимум 2500. Минимум 2500. Давай, 2500. Что? Сколько она дала? Подожди, я получу 34 тысячи. 94? Красная спектральная водка? Коровцевый творог. Чё ты мне дала? Пожрать, что ли, или что? Ты чё, ебанутый или чё? Блять, взлом жопу сейчас проведу. Стоять. Сейчас будет. Чё хочу, то позволяю, пиздуй. Блять, ну, взлом жопу не удался. Блять, как в Fallout, жаль, тут нету стелс-боя. Вот реально был бы взлом жопы. А как тут стать так, чтобы он мне точно не видел? Так, наверное, мне тот чувак видит. А вот если... Так... Слушай, пиздуй. Бля. Ну, взлом жопы не провести. Она мне дала 94 бита и пожрать. Ну, ёбаный в рот. Броня, конечно, у вас. Это вообще мое почтение. Мое почтение, пиздец. Так, есть еще дополнительный квест, но это, наверное, после вот этого основного. Когда я смотрю тело. Потому что мне даже интересно стало. В принципе, тут больше ничего и нету, если так подумать. Только если посмотреть тело, и больше ничего.
Timeline discrepancy detected nearby. Эй, бип-бип. Identifying human footprints leading out into the wilderness. It is unusual for productivity disciples to wander more than a few feet from the camp. Ну да, это я понял. Это не мои следы. К чему этот вопрос вообще? Так, следы... О, кстати, кто мог их ставить? Checking database of shoe sizes and height weight Ну давай. ratios. Judging by footprint depressions and shoe size, these prints were either made by the prophet of profitability or adjutant Sophia Akande. Ну, наверное, порочится. Recalibrating. These footprints were made by the Все. prophet of profitability. Эй. Timeline discrepancy Бип-бип. detected nearby. Бип-бип. Timeline discrepancy detected near. Timeline discrepancy detected nearby. Бип-бип. Timeline Бип-бип. discrepancy detected nearby. Блять. Пошли нахуй от меня отсюда. Вот мне интересно посмотреть на людей, которые проходят на такой сложности, с такими охуенными напарниками в ближнем бою. Вот мне это интересно. Judging by the shape of this indentation in the dirt, a person of medium height and build laid here for a number of hours, scanning for other details. Only additional signs of disturbance are a few marks in the dirt. Мне кажется, тот, кого здесь бросили, встал. Вот это, кстати, интересно, потому что никакого трупа нету. No sign of struggle or evidence of wildlife consumption of body. Suspected likelihood of user correctness, 86%. Ну, сбить со следа вряд ли, потому что... Ну, не кажется, что она лгала специально, чтобы пророчицу подставить. Или, типа, отвлечь меня. Я думаю, что что-то тут реально не то. Ну, тело встало. Блин, пожрать, наверное, захотела. Я хрен знаю. Да, блядь, тут следы, ёбаный в рот. Заебался им бибипом. А. Мне все интересно, что за труп встал. Блять, ответьте бы фраза из фильма «Брат», но такое нельзя вообще. Пожрать, в принципе. Я думаю, нельзя было бы. Мне сообщили, что видели, как вы затаскиваете сверток в форме человека в свою юрту. Who said that? I'll be sure to give them a special seminar on not needlessly implicating the person who puts food on their table. It was a bundle of clothing, brother. И брат я тебе заколебала. Запугивание. Блин, реально, таких убеждать, по сути, вообще не вариант. Особенно, когда ты оккультиста сидишь. Как по мне, оккультисты, а их главы, это центральные психологи. Потому что человек, ну, который занимается этой херней, реально очень хорошо разбирается в психологии и в самом человеке. Убеждать, ну, по сути, ты убеждаешь просто напрасно, потому что он может соврать. Но вот когда ты запугиваешь, вот это интереснее звучит. С одежды не просто смыть кровь, говорите, иначе не придется это продемонстрировать. Во, сразу. But as it turned out, some of my productivity techniques were too much for them. I had to drag them out by hand. But their peers came and collected them shortly thereafter. I'm sure whichever attendee it was is perfectly safe now.
Так, я пошел по вашим следам до того места, где вы что-то бросили в центре эксплуатации. Oh, really? What did you find there? What did I dump? Там ничего не было, но если судить по размерам, там могло лежать тело. Хоть вы пророчица, но совсем не умеете трезво оценивать ситуацию. Сознавайтесь? Да-да, сознавайся. Clever work, Inspector. It seems even I can't slide my way out of the trap you've so intricately weaved. I admit it. I killed Helen by mistake. Helen changed her mind and wanted to attend one of my sessions. I, knowing the importance of the seminar, desired to truly galvanize her, чушь какая-то. though not to stop her heart. So when it came time, I chose to double Helen's dosage of productivity-enhancing herbs. I left her to meditate, and when I returned, she was dead. After that, I entered a less than coherent state. One of my disciples, it seems, witnessed me as I dragged Helen's body out into the wilderness. Не, ну это чушь. Вы уверены, что Ирина была мертва, потому что это чушь I'm какая-то? no medical professional, but that certainly seemed the case. Usually my Дергаются и victims бормочут. breathe or mumble Ну, after a session. нет, это чушь My какая-то. productivity-enhancing herbs typically do induce sluggishness, but I suppose А может, they он must даже и have не been врет? enough to do her in if her constitution was truly that weak. Так, окей. Блять, ну я не верю ей в том смысле, что я не думаю, что это она там была. И что, она типа встала и пошла домой, или что? Дошла до отеля и там окочурилась? Нет, это какая-то чушь. Потому что отравили же также этого чепушилу, блять, на вип-зале. Так что нет, это не сработало. Ну тут, наверное, нужно проработать все варианты, чтобы, типа, знать наверняка, что она скажет. Так, в центре вы не оставили тело в Гранд Колониаль? Do you jest? The guests at the Colonial eat no shortage of strange things, but I think corpses are perhaps too strange. The creatures of the wilderness are much less picky. Besides, the hotel is ridiculously far. I couldn't have made it all that way without someone realizing I was dragging a corpse. Залупки мне, что там одежда. Ну да, вот то, что она могла кого-то убить, это странно. Потому что, хотя, по записям, методы ее, кстати, не очень гуманные, особенно избиение или что-то такое. Вы стреляли в тело? Laws, no. I hate guns. If I ever wanted to kill someone on purpose, I would have used a blunt weapon. Nothing quite like clubbing someone over the head. Она реально говорит, что она там была. Странно вообще. Блять, мне вот интересно, два варианта ответа. Не думаю, что вы хотя бы кого-то можете убить. И пятый, я вам верю. Блять, а есть ответ, например, что пиздуй ты нахуй, я тебя сейчас забью, блять, на месте. Нет такого варианта, нет? Я бы такой сделал. Ну, в принципе, блять, с хаты своей не выходит, так что, в принципе, похуй. Ну, убить, да, она не могла. Она могла ее отравить, и то нечаянно. Но, побоявшись, что найдут тело, она просто ее вытащила. Но кто-то же к ней еще пришел. Почему она вытащила тело? Я думаю, кто-то тело-то забрал. What? Is this some kind of joke? You're an inspector. It's your job to arrest me, isn't it? Ну да. Тело Елены Алкионской нашли в отеле Гранд Колониаль. Вот где ее убили.
I think this is all a trick. You're trying to catch me in a lie. Get me to reveal my productivity. Да нахуй мне твои секреты. Послушайте, если Елена не была там, где вы ее оставили, значит, она очнулась и ушла. No. Someone must have moved it after I killed her. One of my business rivals, Конкурентов. waiting for me to fall into a false sense of security so they can strike. Ну, вы виновны лишь в своей преступной халатности. No. You can't trick me. I finally discovered what's happening. You've been paid off. Ой, Someone else learned блядь. that I killed Helen and is going to use that information to blackmail me. You think I'm going to let this injustice happen? Ha! Tell the constable that I killed Helen. It's 1,000 times less miserable than whatever my enemies have planned. Блядь. Констебль мертва, ну раз вы сами хотите попасть за решетку, то так тому и быть. Yes. One step ahead as always, shadowy corporate figures. Блядь, я думаю, он засомневается. You'll never get my secrets. Never. Нет, она просто пиздоватая. The sweet safety of imprisonment. I'll no longer have to put up with the miserable Ладно. vulnerability of this. Давай попробуем взлом жопы. Finally relieved. Это кредиты только. Да, неинтересно. Welcome back. How may I help? Она ничего не скажет. Ну, херня какая-то получается. Что-то все странно вообще. По сути, все в тупике, если честно. Inspector? Так, я закончу расследование в отношении Жасмин Лейвы, пророчицы прибыли. Ms. Leva earned that title, but not for the reasons you'd expect. The profit business has been profitable for the hotel. Not so much for Ms. Leva's followers. So, tell me, what did you find? Ну, несмотря на то, что он увязла, она вряд ли. Но она хочет, чтобы ее арестовали. She wants to be arrested. That's not the kind of behavior I expect from a suspect. Perhaps she's carrying a guilty conscience. Does the prophet strike you as a reasonable candidate for Helen's murderer? Я сомневаюсь, что это она. I'll bear that in mind. Thank you for the update, Inspector. I'll include everything you've told me in my official report. Так, я проверил Седрика. Closely, I trust. Tell me what you found. Ну, не, как у него алиби. То, что он убил какого-то челика, это не алиби. Ну, он скользкий тип, да. That doesn't surprise me. Cedric practically stole his way to Eridanos. He'll do everything in his power to keep you off his trail. With that in mind, do you think Cedric was responsible for Helen's death? Он руководит субсветутилем? Разве? Наверное, нет. В момент смерти Елены он пытал человека. Я не могу игнорировать подобное алиби. Ну, блядь. А где доказательства этого алиби? Тоже нету нихуя. То, что он там ляпнул и пернул, блядь, в воздух, это херня собачья. А вот то, что он деньги за него зарабатывал, то да, это в принципе есть такая тема.
Плюс там же есть еще тема того, что она вроде бы воровала, но для чего, хрен поймешь. И для него это был мотив. Но, в принципе, этот мотив такой себе. Деньги она приносила больше. Я сомневаюсь, что у него были причины убивать ее, точно согласен. No motive. That's disappointing, because it's exactly the conclusion he'd want us to make. Unfortunately, even I don't have the authority to detain Cedric. His line of work is dangerous, though. There's always a chance for an accident. Разочаровать Людовика, но он жив и здоров. Well, I'm glad to hear that. I've already lost Dr. Blossom and Constable Keene, but at least Cedric's alive. The universe is a just place. И мне нравится ответ. Я знаю, кто убил Елену Алкионскую. Я не знаю. Как ты можешь знать за то, что я проходил? Я вообще ни черта не знаю. Блять. Я знаю, кто убил. А кто? Ой, в пальто, блять. Кто еще может убить? Ну, хер его знает. Какое-то, блядь, запутанное дело, пиздец. Спенсер? А, ну да, он вроде бы что-то говорил на эту тему. Что типа травы, все это, плюс он еще там был. Плюс он заказывал что-то, да, есть такая тема. Блять, я не знаю, кто еще может. Кто мог убить его. Ну, в принципе, можно, да, со Спенсером поговорить на вип-зале. Ничего он скажет в свое оправдание, это вообще... У всех остальных, в принципе, есть алиби, есть какие-то мотивы, но мотивы такие, не особо значительные. Заебал уже. Так, мне удалось узнать кое-что о том, что вы занимаетесь отелем. В камерном наблюдении видно, что вы что-то сделали с последним блюдом Елены. I just happened to be passing through the kitchen and saw a dish that looked good. If being hungry is a crime, you better indict 3/4 of Halcyon. Нет. Хорошо, тогда вопрос. Зачем вам была нужна желчная железа Тераската? That damn bellhop promised discretion. Well, if you must know, it's an appetite suppressant. How do you think I keep my form so lithe? Terror glands keep me from feeling hunger pangs. I've never heard of that. You sure you're talking about terror rays? Their bits tend to give folks the runs. Oh, that's it. I'm firing my nutritionist this instant. Ну да, вы будете проголодать после ее приема. Вроде бы вы хороший актер, а врать не умеете. I don't know what you're talking about. This is a breach of my... No, I can't keep doing this. You've caught me. As it so happens, I may not have had the terror gland acquired for personal use. I may have placed it in... Как этот идиот отравился тоже, мне интересно. But before you indict me, please, just listen. I wasn't trying to kill her. Окей. Ну окей, говорите. I will. Terror ray glands aren't supposed to be lethally poisonous. They're supposed to cause extreme lethargy, as if you'd inhaled several quarts of Spectrum vodka. She would have had to eat 6 or 7 of the glands to die, and even then it would be an extended, arduous process. Эй, зачем вы вообще ее отравили? I was just getting to that. I only wanted her to be incapacitated during the Brown unveiling.
With her out of commission, the next available celebrity, myself, would get to host the unveiling. Please think twice about telling the administrator of my misdeeds. If he learns the truth, what's left of my career will be left in shambles. Ну, правда, и что вы хотите, чтобы я ему сказал? Tell him it was a poisonous mushroom or a bite from some poisonous insect, an accident. I promise I shall make up for my actions. Pay to erect a statue in Helen's honor, or perhaps even dedicate a performance to her memory. Я подержу вас в напряжении, так веселее. My law, if you aren't a sadist. If I have a coronary before you make your decision, I will do my utmost to haunt you. Да насрать. Так, ну, у этого идиота точно нет таких типа сильных мотивов ее убивать, скорее да. Теперь понятно, чем он хотел сделать. Это раз. Во-вторых, убийца все равно остался. Он убил констебля и убил эту ученую эту. И кто-то там лазил и прыгал, так что это точно не этот Макакич местный. Так, отравление Елены завершено. Бывший посыльный. Спенсер Вулрич признался в совершении преступления. I'd always believed Mr. Woolrich a man of high character. It pains me to order the arrest and detention of someone I admired. Стоп. I'd like you to continue investigating Helen's murder. You've found the poisoner, but her killer... Подожди. Так, в смысле, я не хотел, чтобы он уходил, типа, ну, рассказать, как оно было, но... Типа... Ох, этого деда. Срал я на него, короче. Бывает. Феликс прокачался, классно. Нет. Урон животным, ну го. Я особо не знаю, чем качать, потому что, в принципе, тут уже никакого смысла не имеет. И что? У меня еще посудность. А я даже сам не знаю, что мне качать. Ну а что тут качать вообще, в принципе? Жилет напарника. Есть запас здоровья меньше 25%. Но это редко бывает. Ну, в принципе, лучше, чем ничего. Может, спасет что-нибудь. Меня как-нибудь спасет, не знаю. Кстати, я не знаю, кто ее убил, это же вообще охереть. Ну серьезно, я вообще даже понятия не имею. Че, все? Че, у меня 36 уровней? Тут 36 уровней? Не, ну бред какой-то. Но это не пророчится. Во-первых, это не Берти, это не Пророчица, это не Седрик, это не Спенсер. А вот пятое, скорее, так оно и есть. I beg your pardon. You think I killed Halcyon Helen?
Ложь, у меня есть доказательства. There's nothing to prove. I don't understand. Are you trying to make a mockery of justice, or are you really this Ну, я, кстати, incompetent? думал, что I администраторы... expect you to deliver the name of Helen's killer. I expect you to deliver results, Inspector. And if you can't withstand the pressure, then I expect you to resign. We're done. Your services are no longer necessary. Вы так напряглись, Людовик? Вам есть что скрывать? I'm defensive, Inspector, because I'm under attack. I am assaulted by your perfidious and baseless accusations. You're convinced I murdered Halcyon Helen. Fine. Show me some evidence. Ну да, ну вот, в принципе, так оно и есть. Я что не иду, везде никто не виноват по сути. Все это не просто цирк, мне надоело подыгрывать. If you have no proof, then you have no case, and I have no further use for you. Wait, don't move a muscle. Someone's just tripped my alarm. And my security defenses. And killed my patrols. The distillery is under attack. Someone's after me, Inspector. I need you over here right now. Инспектор, значит? Мне казалось, что, конечно, больше не нравится в моих услугах. Forget what I said. I'm renewing your contract as of this moment. Damn it. Someone's interfering with my transmission. Can you read the... Whoever the real killer is, I got a feeling they're going after Mr. Ludovico. We need to catch up to him. Fast. I guess, if we have to. Getting kind of tired of kicking my heels up in the penthouse all day. All right. I got nothing going on. We should definitely go. As for helping him, maybe we take the wait-and-see approach? From the depths of Terra 2 to the heights of Eridanos, there's no mess that your SAM unit can't unstick, unclog, or unsully. Think of this as an opportunity to teach Mr. Ludovico the importance of compassion. Окей. Ну, потому что никто не подозреваемый. Я никого не заметил, чтобы все были подозреваемы, кроме его самого. Кто бежит, блядь? А, гость. Потому что он единственный, кого я вообще реально не опрашивал. Ну, серьезно. Тут нельзя упасть? Серьезно? А, не можно. Можно. Ладно. Я думал, там стена есть какая-то местная. Окей. Так, ну допустим, это не он. Так кто вообще? Кто может вообще ее убить? А в принципе даже и зачем? Возможно. Кстати, есть такая тема, что она знала о том, кто создавал эти препараты, вот на водку, которая типа будет взаимодействовать с этими феромонами или выделениями этих слизняков, которые типа, ну, как там, блядь, которые у шеи присосались, они же типа владевают человеком. Так. Получается, она узнала, кто это что делает, провела типа по лабораториям, узнала все, короче, секреты. Пошла, может быть, с этой бабой поговорить, нечаянно отравилась. Потом ее нашли, прибили нахрен, потому что, чтобы она не рассказала все секреты. И по сути, все. Потому что это единственный адекватный ответ на все вопросы.
Во-первых, почему? Навряд ли этот главный слиз, или как называется организация, знал и был в курсе, что происходит в лабораториях, и вряд ли ему нужны данные по проекту какому-то. Значит, тоже не входит в этот план. Как бы... Блять, это что, сзади, что ли? Так что тоже не входит в эти планы. Значит, это может быть или главный челик, который вот реально был, или кто-то еще на стороне, кого я вообще даже и не знаю. Чё это? It's you. I had a feeling you'd catch up to me sooner or later, Inspector. I was just hoping you'd find me standing over the administrator's corpse. What in law's name? Halcyon Helen, how are you still Ну alive? ладно. Oh, is that Ludovico I hear? Perfect. I'm so glad he's still in the building. Would you mind letting him know I'm about to blow his whole operation to flinders? Да, не объясните, как вы еще живы. Brace yourself, Inspector. You're about to learn the biggest secret in the Aetherwave industry. Halcyon Helen was never one person. I shared this role with my twin sister, Belinda. A twin? The only thing worse than being an only child has gotta be having a perfect sibling. Can you imagine the parents? Belinda and I were the best kept secret in the business. Nobody could tell us apart. And certainly not a peevish, petty, miserable little worm like Quentin Ludovico. So when I discovered the truth, when I realized what Ludovico was about to unleash on this colony, Belinda paid the price. Ну, по крайней мере, это разрешает ситуацию с тем, кто был убийца. И вот наш убийца, по сути, который и данные содрал, чтобы типа предоставить, типа, как доказательство, и убить Людовика, который, оказывается, и был настоящим злодеем, по сути, как и оказалось. Плюс раскрывается тайна, почему она воровала. Оказывается, воровала сестра-близнец, а она была ни при чем. Ну, все раскрывается тайна, по сути, всего этого. Но Людовик, по сути, был и не прав. Ну, я был не прав, что он является убийцей. Хотя... Нет, она же сказала, что он ее убил, точно. Ну, по сути, да. Я так и понял, что это он. Но она мне использовала, чтобы меня подставить, по сути. А, ты подставил? Козел. Tell the truth, Ludovico. There's nothing safe about Spectrum Brown. You want to infest this entire colony with those disgusting parasites. They're not parasites. These creatures are symbiotic life forms. They belong to the highest order of life, capable of living in perfect harmony with humanity. The symbiotes evoke a feeling of joy in their host, a bliss so pure, so profound as to render the most exquisite recreational substance obsolete. Oh, don't you see, Inspector? I want to bring joy back to Halcyon. I want this colony to smile again.
Они не симбионты, я видел, как себя ведут зараженные. A host only turns violent if they're carrying too many symbiotes, or if they see you as a threat. In its natural state, the relationship between symbiote and host is perfectly harmless. Listen to me. I never wanted to take a life, but I had no choice. I couldn't let anyone destroy this colony's only chance at real happiness. But what about Helen? What about all the innocent people she's killed? No one I crossed off was innocent. Я понял, что это она убила. Это понятно. Я до этого догадался. Талисман рейнджеров, кстати, зачем? The mascot was a spy working for Ludovico. He was ordered to keep an eye on Belinda and I, and report back to his master. You're paranoid. I barely knew the fellow. Don't try to deny it. Anywhere Belinda and I went, that mascot was there, just watching us with those cold, dead eyes. Так сколько же вы человек убили, Елена? Ludovico murdered my sister, Inspector. He killed Belinda with his own hands. Dr. Leora Blossom, Maria Keene, that flackwit of a mascot. They were standing between me and Ludovico, so I did what I had to do. I went through them. Ну да, кстати, она ее убила. Ну да, она была на ее стороне. She was on Ludovico's side. When she realized I was alive, she refused to stay silent. I gave Maria a chance. I told her about Belinda. I asked for her help, but she turned me down. She was honor-bound to report me to Ludovico. Maria had a duty to her company, and I had a duty to Belinda. We both did what we had to. But in the end, I was the faster shot. Так это она и убила, блядь, я это понял. Ну, пусть скажет еще раз. Рептилии. Ну, это да, да, это с иглы. Ну, пожалуй, все понятно. Help me avenge Belinda. Help me put a stop to this. Don't listen to her. Listen to me. Throw in with Helen and you destroy Halcyon's only chance at real happiness. Блять, ну это чушь. Of the future, Inspector. A lifetime of bliss and joy for every colonist in Halcyon. We can make that happen. Короче, ультуфик нахуй. То сначала я ее, блядь, убью, то я всех заражу, то еще какая херня. Короче, я помогу Милену, когда вы мне все расскажете. Couldn't agree more. The last thing this colony needs is more grinning idiots. We don't have a lot of time. We need to get out of here. Not so fast. I've sealed the bulkhead doors. You're staying right where you are. I'm sorry to do this to you, Inspector. Truly I am. If it's any consolation, Helen has brought some remarkably powerful explosives. Your death should be instantaneous. Goodbye, Inspector. Helen, we won't meet again. Damn it. He sealed us in, but I think I know another way out. Follow me and stay close. Идем. Так, stay close. Head through that door. There's another way out. Заебись. Где побежал? Чё?
Какой переключатель? Этот? Nice work, Inspector. We may have put a stop to Ludovico's operations, but he's still at large. He's probably gone into hiding, so Так он был? Дедок какой-то. Ну, какой у вас план? This entire complex has been exposed to those parasites. Law only knows how many they've infected. Most of them won't even know they're carrying a parasite inside of them. If they're showing symptoms, it's probably already too late. Boundless energy, insufferable joy, an almost saccharine attitude of optimism. Then just like that, parasites bursting out of their bodies, fat and wriggling with vital. Вот, кстати, да, вот, наверное, когда они крупные, то они вылазят и уничтожают тело носителя. Окей. Ну, в принципе, логично, да. Так, должен быть какой-то пестицид, безвредный для людей, смертельный для паразитов. You're a step ahead of me, Inspector. An airborne pesticide of some kind. I think you may be onto something. Let's meet back at your penthouse. We'll ready our next move. Окей, до See you встречи. soon, Inspector. Блять, что это была за бомба, что нихуя не взорвалась, по сути. Только потрясло чуть-чуть. Окей, окей. Так, с этого побега Елена нужно помнить борьбе с Людовиком, встретиться с ней в пентхаусе. Окей. It's strange. When you walk through that door, I half expected to see Belinda. Belinda and I practically shared a life. Losing her feels like losing a limb. She's conspicuous by her absence. Дайте вам минутку. Thank you, but no. I can't grieve properly while Ludovico's still breathing. So let's see if we can't solve that problem first. We Go. shut down Ludovico's distillation plant, but he's not gonna sit idly by. If he can't use Spectrum Brown to infect the colony, he'll resort to some kind of backup plan. I stole this formula from Dr. Blossom, a failed prototype of Spectrum Brown. Look at this. The prototype had the opposite effect, and actually made you immune to the parasites. Выходит, иммунная система способна уничтожить паразитов до стадии личинки. Precisely. I see we're in your wheelhouse, Inspector. Or do you prefer Doctor? We're going to need 2 ingredients. A sample of essence of sprat, and 1 intact pod of parasite eggs. Cedric's warehouse in the Piraeus spaceport almost certainly carries a batch of sprat essence. As for the pod, I'd check the wilderness reserve if I were you. Вы про шприцинный нуклеин, его часто используют в медицинских экспериментах. I'm glad one of us is an expert. Most of what I know is based on Dr. Blossom's notes. Here's what I understand. Sprats have an adaptive immune system. They don't suffer from the diseases and parasites they carry. It's one reason why you'll see them in every corner of the colony. Так вот почему. Dr. Blossom experimented with sprats and accidentally discovered a way to become immune to the parasites. That's probably when she decided to switch to human testing. Думаю, я смогу синтезировать эффективно антипаразитный препарат. You're a scientist and an inspector? You really are full of surprises. I borrowed a centrifuge from the research lab. Use the ingredients to synthesize an antiparasitic. Легко. I'm glad I could count on your expertise. Once you're finished, head to the pilot house. We'll hijack the control system and disperse the cure into the atmosphere. That should kill off most of the parasites. Нужен ваш игольщик. Ну, нахуй мне нужен, в принципе. Ну, давай возьмем. Are you worried I'm gonna shoot you in the back?
Да я без этого делаю всю работу. Хочу себя героем сериала. You're right. You do deserve the spotlight. Here. You take good care of my needler, and it'll take good care of you. Спасибо. There is one other thing. While you're at Piraeus Spaceport, have a word with Cedric Kincannon. I know Cedric. There's nothing he wants more than a chance to eliminate Ludovico. We could use him on our side. Best of luck, Inspector. I'm counting on you. Меня хотят спросить про Белинду. Why, Inspector? Am I being questioned? Не, мы просто разговариваем. Fair enough. I do owe you at least a few honest answers. Belinda and I shared the role of Helen. But she was also the only person who knew the real me. To the rest of the colony, I'm Halcyon Helen. But to my sister, I was just Ruth. I could be myself around Belinda. And she could be herself around me. She was my only sister, but she was also my only friend. Люди знают, что вы Руд Белами. Наверное, Белин тяжело было держать свое существование в секрете. No. Belinda enjoyed the secrecy. She could slip into the role of Halcyon Helen, attend social events on my behalf, perform a few stunts, deliver a few lines. And then, when she grew tired of all the people and all the attention, all she had to do was slip out of the role and be my sister again. She was the secret twin. She had a comfortable life in the shadows, an easier life. I made sure of that. Она была вам дорога. На вашем месте бы тоже захотел отомстить. What I want is my sister back, but I'll settle for killing Ludovico. Неужели никто не знал, что у вас есть сестра? Parents, naturally. An agent, a couple of directors. None of them had any reason to reveal the truth. To them, Helen was a brand. Revealing our secret meant damaging that brand. Damaging that brand meant losing money. Nobody in this colony wants to lose money. Belinda and I saw Helen as an act of theatric sleight of hand. We enjoyed the deception, the challenge. We wanted to see how far we could go. Ну, я бы сказал, что вы зашли довольно далеко. Вы стали самыми высокооплачиваемыми звездами Алкиона. And if I hadn't underestimated Ludovico, you and I probably wouldn't be talking about Belinda in the past tense. We wouldn't be talking about her at all. It should have been me in that ballroom. Belinda died because I was careless. Never mind that. If you've got something else to ask me, now's the time. Ну, это все, что хотел узнать. I'm glad I could satisfy your curiosity. Ну, я хочу услышать историю целиком. Расскажите мне, что произошло. It's a long story, Inspector. Я никуда не спешу. It was supposed to be just another marketing job. Rizzo's wanted Halcyon Helen to be the face of Spectrum Brown. Some hideous concoction served with a dead parasite. All we had to do was spend a few weeks on Eridanos. Shake some hands, sign a few autographs, drink a bottle of Spectrum Brown in front of a camera, and try to smile. Belinda didn't want to go. But I wanted a change of scenery. In any case, we couldn't possibly say no. А что не хотел лететь? Belinda always hated endorsement deals. They felt cheap to her, inauthentic. She always believed her first priority was to our fans, and not the company that bought us out. А что заставило ее передумать? Nothing. She took the job when I did. Belinda was an idealist. Her ideals died with her. Belinda and I arrived on Eridanos and played our usual game of trading places. We were practically flawless,
Even Ludovico didn't know about us. Belinda was unhappy for the first few days, but then she met Bertie Holcomb. Bertie treated her like a human being and not just an Aetherwave icon. They were just about perfect. А почему они расстались? Bertie didn't know the truth about Belinda and I. He thought he was dating Ruth Bellamy, and Belinda... She didn't want to lie to him. И вы просили ее с ним порвать. Of course not. She was my sister. I'd never stand in the way of her happiness. Belinda ended her relationship with Bertie all by herself. She didn't want to lie to him, and she couldn't tell him the truth. So she let him go. Ага, в садах. Бейс так разозлился, что все разнес. Bertie has a dreadful temper. I was worried about Belinda for a while, but she told me he'd never lay a finger on her, and I took her at her word. Bertie wasn't the person I should have kept an eye on. It was Ludovico. I had a feeling Ludovico was hiding something. Belinda stayed busy socializing with the celebrities around the complex. That gave me some time to do a little digging. Я слышал, что вы наставили на визите в лабораторию. I saw everything. The test subjects, the parasites. Spectrum Brown was never safe to drink. Those harmless, dead parasites at the bottom of every bottle. They were just dormant. They would have sold out in a month. This colony loves novelty. They'll eat up any new product we toss their way. A new cereal, a new Spectrum flavor. Ludovico knows that. From Emerald Vale to Byzantium. A parasite in every brain and a grin on every face. Every last one of us trapped behind a mask of joy. That's what Ludovico wants. Люк, я понял, что вы задумали. Он решил, что вы хотите раскрыть его план. I was careless. I was risking Belinda's life every step of the way, and I never even realized. Ну, винить себя. I wish it were that easy. Still, thank you. Was there something else you wanted to talk about? Первое, и так бы закрыл. Я и исследователь никакой. Второе, стиль, это хуйта. Все. Че мне за квест какой-то открылся? А, провалился? Серьезно? Да и хуй с ним. Так. Зарубить с помощью Седрика. Мог поддержать в борьбе с Людовиком. Поговорите с ним космопорт. Ну, гоу, чё. Тут максимум 3. Максимум... Нет, 3. 36 уровней. Это что такое? Окей. Ну, пошли, типа, поговорим. Блять. Ну, заручимся их его поддержкой. Так. Бля. Сорян. Да, это научное оружие, кстати. С которого Елена Маккион стреляла в сериале «Ужас на монархии» с Роллином прямо в... Го, посмотрим, что за он. Ну, оружие странное. Бесконечными крошечными иглами, покрытыми одним из 3 мощных химикатов. Антилайф — смертоносная зеленая жидкость, которая наносит цель регулярный урон. Костелерин — это едва желтая жижа, которая постепенно снижает броню цели.
И дебилирол – это фиолетовая жидкость, вызывающая онемение, тем самым замедляющая цель. Сила действия препарата растет вместе с навыком науки владельца. Перезаряжаясь, можно переключаться с одной препарата на другой. Если бы я мог бы как в Думе, блядь. Ладно. А где этот чел вообще? Где он застрял? Растяжку, шпрыз. Вы получите слишком много во время ТЗВ. Теперь боитесь погружаться в это состояние. Че ебанутые? То есть я боюсь погружаться в состояние ТЗВ? Потому что просто? Блять, охуенно. Это как просто отменить в себе это действие. Ну, смайл, окей. Смейся. А тебе яйца отстрелили. Ага. Пошли с ним поговорим хотя бы. Блин, 36 уровней, охуеть. Hey, Inspector, you're alive. That's terrific. Мне нужна шпрысиная вытяжка. У вас есть такая на складе? You need what? Why? Она нужна для антипаразитного препарата, над которым я работаю. No kidding. I should have known you'd be on top of things. That must be what's on my desk. We just got it in. Couldn't find it on any of our shipping orders, and none of us could figure out what in law's name it was. You're welcome to it. Just so you know, it's got a bit of a weird smell. Okay. You too, Inspector. Окей, с этим разобрались. Пиздуй. О! А ты чё? Inspector, you made it. Well done. I'm afraid you may find the spaceport is, at the moment, less hospitable than usual. My apologies. Regardless, you must have some purpose here. Do tell. Ну? За всем стоит Людовика. Вы поможете мне с ним разобраться? Oh, my. You mean Lou was up to no good this whole time? Ситуация вышла из-под контроля. Он хочет заразить слизнями всю колонию. It's an ambitious plan, I'll give him that. But tell me, why should I help you, Inspector? Ну, я вызываю вас к лучшей стороне. Always best to make sure a man has a better nature before you appeal to it. All right, but you're not to take this as confirmation I have one. Understood? You can expect slug support. I'll arrange for my agents to meet you at the distillation station. Nice. Перед тем, чтобы прихватили оружие, любые личные проблемы, которые им хотелось бы проработать через агрессию. I'll do that. I think one of our checkpoint guards is going through a divorce.
As thrilled as I am to assist you in taking down Lou, we have barricaded ourselves in here for a reason. I imagine you have a plan for getting out of the spaceport safely? Я распылю антипаразитный препарат, он почти готов. Are you really? Inspector, you are a marvel. Excellent work. I'll admit, I'm awfully fond of my agents. To see them restored will be a great weight off my soul. Thank you. Ну, пока все. Блин, ну 36 уровней, сделайте 50, ёбаный в рот. Это как можно столько прокачать? 15 уровней? Это 30 минимум, максимум 30 уровней нужно. Ладно, ну может быть 25, 26 уровней надо, чтобы прокачать 2 атрибута на максимальный уровень-то. Как это, блядь? Что за хуйня? Как это работает вообще? Охуеть просто можно. Окей. Блять, не понял. Так я же ее нашел. В смысле, блять? Так я же ее нашел. Она типа мне ее дала, нет? Или что? Что за хуйня вообще? Блять. Я вроде бы мне дала, не? Ай. Она в другом месте лежит или что? Поразительно. Просто, блять, поразительно. А, так я не забрал. Блять, я думал, она мне ее дала. Ладно. Моя ошибочка, значит. Найдите кокон с яйцами. Ну, блять, вот это интересно будет. Что за кокон, что за яйца? А что там говорится? Он нужен кокон с яйцами паразитов. Фрица добавил их в пещере, центр эксплуатации фауны. Окей. Окей. Блин, как этот прям подмялся, когда я сказал, что это ты виновник. Буксер. Это не в пещерах, я думаю. Я думаю, яйца в пещерах и все. Как и думал, в принципе. Как и думал. Прям читаемо. Что это именно в этой пещере, блядь. Они там куда меня ведут. Блядь. Ты шутишь, что ли? Беги давай. Мистер Кислота. Найс. Так, а теперь что надо сделать? Синтезируйте препарат. Ну, давай синтезировать сейчас только. Как и будет, сюда уже опущусь, чтобы уже, блядь, не дрыгаться 200 раз.
Nice, nice, nice. To be you, be better. Так, и куда мне надо сейчас? Я выбрала из лаборатории микроцентрифугу. Использую ее в своем пентхаусе. А, пентхаусе, окей. Центрифугу. Так, вроде бы центрифуга это сама по себе огромная установка, не? Для смешивания. Окей. Ясно. Чё ты тут встала, женщина? Откомбировать устройство, добавить ингредиенты. Похуй. Напоминает отдохни и вали на первопроходца или энджурскую столовую. Сложно писать, но у вас слезятся глаза. Это паразитов шипение погружается в смесь. Вы запускаете центрифугу. Все работает без вашего участия. Сполохи яркие краски крадут глаз. Через несколько секунд вы слышите приятный звон. Так, смотреть центрифугу. Увидите на боку устройства маленькую наклейку. Обычно гласит, центрифуга лаборатории Рица. Опыт работы не требуется. Оборудование лаборатории Риц начали использовать неквалифицированным персоналом. Положите внутренний ингредиент, нажмите и наблюдайте. Всему Рицу так легко, что справит даже работник просто космоса. Оторвать наклейку. Под наклейкой видите еще одну, поменьше. На ней написано модель снятся производства. Запатентована технологии просто космос. А, класс. Все. Окей. Давайте к фаэтону. Окей. Покинуть. Знаю, куда это мне нужно лететь. Прям мимолетно. Через все. Сюда. Ну и как всегда, здесь нету перехода. Спасибо. Лишняя пробежка. Если бы это лишняя пробежка еще бы давала мне опыт. В принципе, неплохо. Бля, мне еще свое оружие надо починить как-то. Сколько там, кстати, уже? 41%. Она еле стреляет. Это уже видно. Блять, я не знаю, как ее починить. У меня нету ничего такого. Наверное, покупать оружие надо. Чтобы это раздалбливать и чинить. Давай глянем, что у меня тут есть. Здорово. Блять, не то. Грейт. Так, продать, починить. Починить. Всего-то? Найс. Нормально. Бля, 36 уровней, ну ёбаный в рот. Так сделайте 50 уровней, 40 уровней, 36. Что-то я не понимаю, почему. Типа 3 уровня на каждый DLC? Блять.
Ну все, осталось распылить. Музей. Все? Greeting protocols suspended. All non-essential protocols suspended. Phaeton is standing by for larval compound dispersal. Распыли лучше это. Affirmative. Dispersing. Найс. Incoming message from Rizzo's distillation station. What have you done? What in law's name have you done? You hijacked our atmosphere. Are you trying to kill us all? No. You're trying to kill my symbiotes. I'm not going to let you destroy everything I've built. I can still fix this. I can undo the damage you've done. End of transmission. По-моему, это ГГ для тебя. Все, найс. С паразитами покончу. Осталось только прибить его. Так, стоп. А, я не могу отсюда. Бля. Отбежать. Ну, бежим. Блять, его прикол, если бы я сейчас шлепнулся и сдох нахер. Блять. Извините. Да нормально все, не пихти. На, во, подлечись. Ну все, пора с этим придурком заканчивать свои дела и все. Получается. Плачь, что кричал любви в самое сердце мира. Не знаю, почему карта не отображается адекватно. Это для меня приколы какие-то. Угу. This place is definitely not sanitary.
make him regret it. Здорово. What could that have been? Просто какой смысл с ними вообще сражаться? Я смысла не вижу. Такими темпами можно вообще их игнорить. Вообще люто игнорить. Блять, ну вы насрали, конечно. Ой, окей, давай. Че еще кто остался? Вы закидбали. This is it. Check your weapons, folks. Could be anything in there. Ну, если он не стал, блин, мутантом огромным. Ничего. Он стоит. Попердывает. Yes, I know you're hungry. Be patient. I'll feed you soon enough. Just a guest. The one I told you about. The inspector. Welcome. We were just talking about you. Поехавши. У вас что-то пока стоит? Ну или... Кто стоит мной или что-то? You and I are standing in the presence of royalty. Don't worry, you'll meet her soon enough. Ну вот, королева, как я и говорил, личинок этих. Hijacked Phaeton, contaminated the air we breathe with your poison. You think you've saved this colony? All you've done is robbed Halcyon of its last chance at real happiness. And you've angered my queen. Ну, кстати, да. Nope. Nope. Here's what's going to happen. Спасибо. I'm going to feed you to the queen, and then I'm going to find a way to repair the damage you've done. Don't be afraid. She can smell fear, and it makes her absolutely ravenous. Your Highness, dinner is served. Wait, no, not me. Them! Merciful law! Stop! Босс? В этой игре есть босс?
Я что, кашу? Ну, то, что есть босс, и удивительно, если честно. Бай-бай. Чем администратор? Ну, сверхновая, кстати. Что за сверхновая? Странная винтовка. Странная винтовка. Сто 108. Хуя. Ну, 108 это жестко. Считаю. Жестко. You made it. I guess happy customers really are repeat customers. Here, I had something I wanted to give you. This is a golden ticket, good for one free tour of the Purpleberry Orchards. This is my way of showing you that I appreciate you just for being alive. Спасибо. Некие королев паразитов выспали вот парад, скажем. Ох, легкий рыцарь, да. А это что? Enjoy the golden. Take your best shot. Сорян. Зато паразита убрал. Так, как мне выбраться отсюда? На, вот сюда, наверное. Да? Выргал этого администратора. Блять, 36 уровней. Я ничего вкачал, по сути, адекватно. Пиздец, конечно. Ну и все получается, да?
will be awfully busy. It all worked out in the end, wouldn't you say, Inspector? It all worked out in the end, wouldn't you say, Inspector? Ладно, с тобой говорить это... О, какой-то. Пиздец, какой длинный DLC. Но в итоге прикольно. Подожди, а с этой я не поговорил. Блять. Ща. Подожди. I must have dreamed up 100 different ways to kill Ludovico. I'll be honest, eaten alive by the queen of the brain slugs wasn't on that list. Вы как будто разочарованы. Is that so strange? I imagined this moment would be a little more cathartic. But Belinda's still gone, and I don't feel all that different. Кричу спектакль. Месть не вернет вам сестру. I know. You're right. I can't go back to the way things were. I can't return to my old life because it was never my life to begin with. It was shared. Never mind, you don't need to listen to this. Thank you again for your help, Captain. I never would have made it this far without you. Вдохновение и решительность. Откуда мне взять 150 решительности и вдохновения? Это что такое? Thank you for everything. If you're lucky, we'll cross orbits again. Давай-ка посмотрим. Так, навык решительность. А, вот это что. А, это мне нужно вкачать на 150, чтобы и ответить. Ну, окей, понятно. Понимаю. Понимаю. Все, получается. Welcome back, Captain. Or shall I call you Inspector? What can I do for you? Все, моя работа закончена. During your absence, I passed the time by simulating a number of hypothetical conclusions to this case. Unfortunately, my understanding of the facts is limited, and my appraisal of the individuals involved is not flattering. Therefore, my conclusions are inaccurate. Давай, кто уже убил ее? My simulations have yielded several possible causes of death. Halcyon Helen may have been killed by one or all of the following: asphyxiating on Rizzo's Spectrum Brown, grappling with a primal while inebriated, killed by an overzealous fan, death by automechanical, or profound loneliness. How close were my estimations? Может, лучше я расскажу, что случилось? Please do so. Ну, убийца оказался администратор Людовика. Administrator Ludovico killed Halcyon Helen? I have been programmed to simulate contempt and mild surprise. Mr. Ludovico had the audacity to hire you to solve a murder he committed? I am contemptuous and mildly surprised. This information is valuable to me. I will update my behavior simulation protocol accordingly. Thank you, Captain. Да не за что. How can I be of assistance? Все, пиздуем отсюда. Все? Угу. Ну, на Редане вопросы закрыли. В принципе, да. Гон и Гаргон тогда.
Блядь, 36 уровней, вы че, ебанутые, что ли? Добро. Завершили и завершили. Найс. Так. Я думаю, что я еще буду, я не знаю, полгода ее проходить. Но все-таки нет. Полгода я ее не проходил. Ух. Ну, прикольный DLC, прикольная концовка. Мне более-менее понравилось. Так что на сегодня все. Завтра, наверное, начнем еще на DLC. В пятницу продолжим DLC. Нет, не прошел. Я только завершил одно из DLC. Завтра начнем еще второй DLC. В пятницу продолжим это DLC. А в субботу пойдем в Elden Ring. Вот. Так что как-то так. Ну, на сегодня все. Посмотрим. Посмотрим. На сегодня все. Так что до завтра. Завтра уже начнем новый DLC.